Всем привет! В комментариях под прошлыми видео вы писали названия фильмов и мультфильмов, из которых можно приготовить еду. Мы собрали 3 лучших. Первое – Зверополис. Второй мультик Леди и Бродяга. А также Черепашки-ниндзя. Начинаем. Поехали. Начнем, пожалуй, с очень старого мультика под названием Леди и Бродяга. В нем главные герои ели спагетти с фрикадельками. Звезды горят и глаза говорят. Для фрикаделек нужен хороший говяжий фарш. У нас его полкилограмма, а нужно 400 грамм. Перекладываем его в миску. Следующее лук. Сначала пополам. Делаем надрезы в бок. Надрезы сверху. И наконец-то нарезаем кубиками. Нарезаем всего одну луковицу. И сыпаем все это к фаршу. Теперь чеснок. Раздавливаем всю головку. Благодаря этому пару зубчиков сами очистятся. Раздавливаем их плоской стороной ножа и нарезаем. Открываем панировочные сухари и добавляем примерно 50 грамм. Остается влить немного молока и добавить специй, таких как соль и перец. Замешиваем. В конце нужно вмешать одно яйцо. Благодаря ему фарш будет лучше держать форму. Смазываем руки маслом и начинаем формировать фрикадельки, просто скатывая фарш в шарик. Выкладываем их на противень. И отправляем в духовку при 180 градусах примерно минут на 20. А пока приготовим соус. Для него нужны прованские травы, томатная паста, помидоры, лук и чеснок. Первое, что нужно сделать, так это переложить помидоры в миску и залить кипятком. Благодаря этому через пару минут с них будет легко слизать кожура. И теперь каждый помидор мы нарезаем на мелкие кусочки. Лук нарезаем тем же способом, что и для фрикаделек. Чеснок тоже очищаем и нарезаем произвольными кусочками. Главное, чтобы они были маленькими. Открываем масло и немного добавляем на сковородку. Первым всыпаем в нее лук. Изредка перемешиваем. Как только он зазолотится, всыпаем нарезанные помидоры. Пару минут все это обжариваем и выдавливаем 3 тюбика томатной пасты. Перемешиваем и подливаем воду. Должен получиться вот такой однородный соус. Остается добавить прованских трав и соль. Мы сделали соуса довольно много, так как он понадобится не только для этого блюда. Остается только сварить спагетти. Набираем в кастрюлю воду и подсаливаем ее. Как только закипело, забрасываем в нее спагетти. Делаем так, чтобы они полностью были покрыты водой. Варим ровно столько, сколько указано на пачке. Добавляем кусок сливочного масла и буквально столовую ложку нашего томатного соуса. Все это хорошо перемешиваем. Накручиваем их и выкладываем на тарелку. А на самый верх идут наши уже готовые фрикадельки. И, наверное, самое главное в этом блюде — это сварить хороший соус, а не просто заливать кетчупом. Я считаю, что получилось очень похоже на то, что было в мультике. Вторая позиция будет из мультика Зверополис. Это мороженое в форме лапок. Лис все это делал обманным путем, переплавляя огромное мороженое и делая из него кучу маленьких. У нас же готового мороженого нету, поэтому будем делать все с нуля. И для него нам понадобится всего 2 ингредиента. Это сгущенное молоко и уже размороженная вишня. Наверное, это один из самых простых способов приготовить мороженое. Делаем в банке сгущенки 2 отверстия. Второе нужно для подсоса воздуха. И всю банку выливаем прямиком в миску с вишней. Также нужен погружной блендер, с помощью которого мы все это смешаем и измельчим. Готово! Теперь нужны силиконовые формочки в виде кошачьих лапок. Саму форму мы немного надрезаем с краю. Наполняем их нашей смесью. И в надрезы вставляем палочки. И отправляем в морозилку. Если же вы не хотите запариваться с формочками, то возьмите уже готовые под мороженое. С Китая их можно заказать за копейки. В общем, наполняем их нашей смесью. Накрываем и в морозилку. После заморозки опускаем форму в холодную воду и получаем вот такое мороженое в форме лапок. Прямо как в мультике. На вкус это просто супер вкусное фруктовое и натуральное мороженое. Если еще не пробовали такой способ приготовления, то обязательно попробуйте.
И осталось последнее, наверное, самое интересное на сегодня. Это пицца 99 сыров из черепашек ниндзя. В общем, мы конкретно нагрузили работников сырного магазина, и они от каждого вида сыра отрезали по маленькому кусочку. По итогу здесь 98 видов сыра. Вы спросите, почему не 99? Да, потому что мы купили еще и целую пачку моцареллы. Просто посмотрите, как выглядит чек. Сыры довольно дорогие, поэтому вышло все это на 1100 гривен. Это почти 3000 рублей. И теперь с каждого из этих кусков снимаем пищевую пленку, а из некоторых еще и заводскую упаковку. Также открываем моцареллу и нарезаем ее кубиками. Отправляем все это в общую массу. Все это вываливаем на доску и просто нарезаем. Заняло это буквально 20 минут. Вы скажете, а почему нельзя было просто натереть? Отвечаю, потому что все куски разной плотности, и натирать бы их пришлось по отдельности. А это очень долго. Томатный соус готовить не нужно, так как мы делали его для спагетти. А то есть остается замесить только тесто. Открываем дрожжи и высыпаем в миску. Заливаем стаканом воды. Как обычно, соль, сахар. Дальше берем муку и просто небольшими частями всыпаем, пока тесто не станет довольно плотным. При этом оно должно быть максимально однородным. Накрываем его пищевой пленкой и оставляем хотя бы на час. Все, припыляем стол мукой и шарик этого теста раскатываем, пока не получится большой пласт теста. Складываем его в 5 раз, каждый слой припыляя мукой. Переносим на противень, распределяем. И подворачиваем края. Берем соус из сковородки и смазываем нашу основу для пиццы. Ну и конечно же сверху выкладываем огромное количество сыров. Раз в 6, наверное, больше, чем для обычной пиццы. Смазываем бортики взбитым яйцом. Так они будут гораздо румянее. И отправляем в духовку, которая должна быть уже заранее разогретая до 250 градусов. Выпекаем буквально 20 минут. И вот так выглядит уже готовая пицца. По-моему, похоже на то, что было в коробке у Сплинтера. И смотрите, что получается, просто невероятно тянущийся сыр. На вкус это хорошая пицца, но сыров настолько много, что ты не можешь выделить ни одного. И из-за сыра с плесенью она более соленая, чем обычная пицца. За кадром мы просто выкладывали на нее свежие помидорки черри, и получалось гораздо лучше. Все бы ничего, но за счет дорогих сыров она стоит крайне дорого, а по вкусу денег своих не стоит. А как сделать так, чтобы рубрика продолжалась, вы знаете сами, просто ставьте лайки. Пишите, из каких мультиков и фильмов мне еще повторить блюдо. Также подписывайтесь на канал и инстаграм. Всем пока!